Друзья, мы сегодня работали опять у шаманки. Это волшебное место с точки зрения живописи. Потрясающе. Ее можно писать с разных точек. Художник Саша из Иркутска, Александр, сказал, что у него есть мечта написать 100 видов шаманки. Представляете, какая для него это ценность. Но ведь сюда приезжают, в это именно место паломничества, люди со всего света, из разных стран. Здесь все время туристы круглый год. Красиво со всех точек. Завтра мы намерены спуститься прямо к подножью этой скалы, двух скал. В конце ролика я покажу, как шла работа, а сейчас несколько вопросов. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки. Алгоритм YouTube такой, что если вы ставите лайки во время эфира, у меня растет количество подписчиков. Для меня это важно, поэтому помогите каналу. Джулия Б. Вячеслав, когда пишешь учебные натюрморты с искусственным освещением, вот искусственное освещение, то свет теплый, так, теплый, тени холодные, так, не так. Посоветуйте, как же перестроиться на естественный свет, когда все наоборот. Свет холодный, тени теплые, а у меня уже автоматом смешивается обратная палитра. Еще дилетантский вопрос. Ну, давайте с этим разберемся. Джулия Б. Нет правила, что если свет теплый, тени холодные. А с чего ей тени быть холодной? Ну, я не знаю, куда падает тень. Ну, вот хорошо, рука, да? С чего тени там быть холодной? Откуда возьмется цвет в тени, холод откуда возьмется? Сюда не попадает свет, да, от лампочки. Сюда попадает свет от чего? Раскиньте мозгами. От окружения. Если окружение теплое, то будет теплое. Плюс этот еще цвет. Если окружение холодное, тут какая-нибудь синяя вот там что, будет цвет холодный. То есть всегда, абсолютно всегда доверяйте своему глазу. Он никогда не обманет. Не надо, выбросьте все эти нафиг правила, которые где-то там напечатаны. Раз такой свет, значит другая тень. Нет. Есть влияние, объектов, которые окружают нас. Если вы пишете, например, я не знаю, в теплый день песок, скала, солнце, небо синее. Вот, например, на скале теплые лучи солнца касаются скалы. Какая падающая тень какого цвета? Да любого. Она зависит от того, какой цветовой температуры свет падает в тень, защищенный от солнца. Там же нет солнца в тени. Ну вот от скалы падает тень падающая. Логика подсказывает, если синее небо над нами, то синее небо рефлексирует на эту поверхность. Поверхность может быть любого цвета. Песок желтый. Синее небо делает ее холодной. Это не значит, что она синяя. Она просто холоднее. Песок же имеет цвет. Но прибавляется еще рефлекс от неба. Какой он интенсивность? Глаз замечает. Его нужно сравнивать, этот тон этой тени, еще с каким-то соседом, с горами, я не знаю, с собственной тенью скалы, еще с чем-то, я не знаю, сундук какой-то стоит. Мы все время сравниваем какие-то объекты, которые мы видим. Вот и все. И по тону, и по цвету. Если мы затрудняемся различить, даже если прищуриваемся, включайте логику, что вообще влияет на этот цвет тени. Что? Может быть, например, в зеленом саду вы стоите. Ну, конечно, тени будут окрашены зелеными ветками, вот этими листочками. Они же рефлексируют, если туда не попадает никакой лучи света, не достигают там земли, например. Дальше вопрос от Джулии Б. про передний план, задний план. Опять доверяйте глазу. Задний план, она пишет, все равно ведь передний план остается теплее заднего. То есть свет от солнца на переднем плане холодный, но теплее, чем на заднем. Слом мозга у нее происходит. Ну, а если
на заднем плане прорыв, я не знаю, лучей, вот все серое-серое, а там раз, с небес какой-то там, ну, между облаками, бах, долбануло солнце и осветило, я не знаю, в вечернем сиянии какую-то гору теплую. Почему это должно быть холоднее, если вы видите, что она теплая? Сравните эту теплоту с другой теплотой. Все главное, что мы мыслим в рамках теплее, холоднее, а не просто холодное, теплое. Теплее, холоднее, потому что холодный цвет может чуть-чуть изменяться и становится теплее. Так же и наоборот, теплый становится холоднее, но это не значит, что он перестает быть теплым. То есть доверяйте глазу безошибочно. Анжела Сидорова, я насмотрелась вашей свободной руки, набросков, портретов и силуэтов. И тут у меня оказался лист бумаги. Взяла свою фотку, масло, остатки на палитре и попробовала бумагу испачкать. Большую кисть взяла и... многоточие. Сначала офигела от смелости своей, и что вдруг получается? Не прорисовывая фон. Мазюки тоновые и не более. Правда, с лицом пришлось поуточнять. Решила посмотреть реакцию знакомой. Думала, вообще не узнает. Портретов никогда не писала. И реакция мне понравилась. Вячеслав, вы мой вдохновитель, надо продолжать. Прекрасно, Анжела Сидорова. Продолжайте. Более того, а делайте портреты такие. Портрет за минуту. Ставьте вообще таймер. И очень быстро, ну что успеешь за минуту? Но вы можете успеть впечатление. Пусть это будет не очень похоже, но ставьте задачу разобраться в тональных отношениях. Как вот эта мордуленция относится вот к этой штуке? Что сзади? Как эта рубашка, там, футболка относится к заднему плану? Что темнее, что светлее? И по цвету, и по тону. И вот эти вот отношения, вы заложите 5-6, вы получите наслаждение, даже при том, что не будет сходства. Это может быть просто шедевром. Вот такой минутный, 3-минутный набросок масла. По большим пятнам. Более того, это такая дисциплина, потому что вы не обусловлены деталями. Вы приучаете себя мыслить широко. Пятном, средним посередине. Да, здесь есть светлые и темные какие-то. Средний тон, бом, это в расфокусе. Смотрите, средний тон, бах, средний тон, и все собирается в мозаику. Это такой путь, который очень полезен и облегчит потом работу. Ирина Гайдова. А скажите, вы грунтуете латексной краской холст с уже имеющимся акриловым грунтом или нужен холст еще не загрунтованный? Я беру обычные грунты, которые фабричные, и просто еще раз прогрунтовываю водоэмульсионной, как она называется, водно-дисперсная латексная краска. Так что и результат очень хороший. Писать очень комфортно, мне, по крайней мере. Те, кто пробовал, я замечаю, что делают так же. В моей онлайн-школе есть анонсы, видео к каждому уроку. Сейчас покажу вам для примера один о теплохолодности. Ну а дальше покажу, что у нас было сегодня на мастер-классе. Мы писали скалу, ситуацию, вот это пространство, где фигурирует скала-шаманка. Ольхон, Байкал. Площадь, освещенная солнцем. Кафе, зонтики. Люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Зонтики, например. Самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, в общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ. Об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.
Вот это